Прежде чем мы перейдем к анимации, я хотел бы показать тебе свой стол. Он сделан из какого-то экзотического дерева и к тому же очень полезен. Нет, это не курс о столе, но я хотел бы показать вам некоторые ресурсы, которые могут быть полезны. Первый из них, очевидно, набор для выживания аниматора Ричарда Уильямса. Это классика. Я думаю, что у всех аниматоров есть эта книга на полках, и, честно говоря, она не стареет. Но ты найдешь там тонны уроков о принципах анимации и так много рисунков, которые до сих пор используются для обучения анимации. Это также сопровождается множеством историй об анимации несколько десятилетий назад, но определенно обязательной к употреблению. Следующая книга, которая является одной из моих любимых, привлеченная к жизни Уолта Стинчфилда. Это книга, которую порекомендовал мне мой наставник по анимации Джереми Коллинз, и хотя она в основном посвящена рисованию, все, что в ней есть, применимо к анимации, особенно когда дело доходит до постановки и создания великолепных поз. Последняя книга, которую я хотел бы посоветовать, это классика. Это «Иллюзия жизни» от Фрэнка Томаса и Оли Джонстона. Помимо образовательного контента, увлекательно узнавать истории о Дисней, студии, которая почти создала анимацию. Хотя тебе и не нужны эти книги, я верю, что их наличие и чтение действительно помогут тебе погрузиться в искусство анимации. Есть тонны качественных книг об анимации и рисовании, и всегда приятно отойти от экрана, взять хорошую книгу и расслабиться. Я хотел бы порекомендовать тебе также видео Алана Беккера на YouTube о 12 принципах анимации. У него более 8 миллионов просмотров, и это определенно потому, что это одно из лучших видео о 12 принципах анимации. Оно короткое, супер хорошо проиллюстрировано и объяснено. Его обязательно нужно посмотреть. И, наконец, я действительно советую тебе использовать SyncSketch. SyncSketch — это онлайн-медиаплеер, который позволяет тебе читать практически все видеоформаты, а также позволяет тебе рисовать на экране, оставлять заметки и создавать обзоры и делиться ими. Определенно одна из лучших платформ для того, чтобы поделиться своими отзывами или получить обратную связь от других аниматоров. Это инструмент, который я использую каждый день для всех своих обзоров, а также в этом курсе, когда я анализирую какую-либо ссылку. Если ты ищешь автономное решение, я советую тебе медиаплеер Keyframe Pro. Ты можешь получить его бесплатную версию. Есть также платная версия с дополнительными функциями, но лично я предпочитаю использовать SyncSketch.